Пока все следили за судьбой Башара Асада, ситуация в российской экономике развивалась интересным образом. Во-первых, доллар, чуть было отскочивший чуть ли не ниже 100 рублей, вновь пошел в рост. Во-вторых, о замедлении российской экономики и риске стагфляции заговорил уже и глава Сбербанка Герман Греф. Давайте сегодня поговорим обо всем в комплексе. И для начала, судя по тому, как ведет себя валютный рынок и инфляция, не оборачиваясь ни на какие действия ЦБ, зафиксируем главное. Эпоха ситуативных решений в российской экономике закончилась. Можно предпринимать некоторые действия, чтобы в моменте ситуация не казалась такой плохой, какая она есть на самом деле. Рост потребительских цен, например. По крайней мере, на социально значимые продукты питания можно некоторое время затормозить административными методами. Розничная торговля в России сейчас находится в руках 5 крупнейших ритейловых сетей. Производители продовольствия тоже не миллион фермеров, а десяток крупнейших агрохолдингов. Все их начальство можно собрать в одном кабинете администрации президента и сказать: делайте, что хотите, крутитесь, как хотите, зарабатывайте на чем можете, как угодно договаривайтесь, но либо яйца перестанут дорожать, либо вы сами все вместе начнете покупать продукты в тюремном киоске. Большие компании обладают достаточным ресурсом, чтобы некоторое время создавать для государства видимость благополучия. Чтобы базовая продуктовая корзина для той части граждан, которые считают каждый рубль, дорожала постепенно, а не рывками. Чтобы люди, которым рассказывают, как мы успешно воюем с НАТО, не ощутили драматического обнищания. Одно дело, когда набор продуктов подорожал на 10% за месяц. Другое, когда такой рост удалось растянуть на год. Но этим можно заниматься до определенного момента. В конечном итоге окажется, что издержки на зарплаты, сырье, электроэнергию, на все выросли так сильно и быстро, что надо масло либо продавать вдвое дороже, либо не продавать вообще. То же касается и рынка труда. Дефицит кадров не сказывается немедленно на деятельности предприятий. Если в вашем троллейбусном парке 10% водителей ушли на войну, то можно что-то с этим придумать. Кого-то соблазнить сверхурочными, кого-то уговорить на лишние смены, кому-то не давать отпуск. Это добавит проблем предприятию, повысит его издержки, но пассажиры троллейбусов об этом не узнают. Однако в какой-то момент окажется, что у вас дыра не в 10%, а половина или больше. Что дыру эту не закрыть, потому что вы не можете конкурировать по зарплатам с Министерством обороны, и поэтому не можете никого нового нанять. И троллейбусы начнут ходить в 2 раза реже. У большой и ресурсной экономики и богатого режима есть возможность до некоторой степени и какого-то времени демпфировать почти любые проблемы. Не решать эти проблемы, но делать так, чтобы они не стали очевидны все и прям сразу. Примерно те же процессы мы видим и на рынке валюты. Валюта в стране есть. Доллары, евро, юани лежат в резервах ЦБ, они есть на балансах госкомпаний, есть у зависимых от государства олигархов. В принципе, когда валютный рынок явно лихорадит, это можно в моменте гасить. Можно прийти с мешком валюты и продать его, чем сбить резкий рост курса. Это можно делать день, 2, неделю, месяц. На это есть ресурсы, и это имеет эффект. Это гасит панику. Рост курса доллара на 5 рублей за месяц или на 20 за 2 дня – это гигантская разница с точки зрения реакции людей. В первом случае нет риска спирали аварийной распродажи и опустошения банковских вкладов, а во втором есть. Но существует неизбежная реальность. Экономика нафарширована лишними рублями, и рубли эти будут гореть везде. Они превратятся в рост цен и девальвацию. Вот хоть ты тресни, но это произойдет. Есть такие заболевания, которые способны угробить человека за пару дней, типа менингита. Но их не очень много. В абсолютном большинстве случаев, даже когда мы говорим о какой-то жуткой онкологии со смертельным развитием, ваша жизнь на практике никак не изменится спустя минуту после того, как доктор объявил диагноз. До какого-то момента боль можно гасить все более сильными обезболивающими и чувствовать себя более-менее нормально. И получается ровно то, что случилось с экспертными прогнозами по российской экономике начала войны. Доктор сказал: у вас неоперабельный рак, все будет очень плохо. Российская экономика выходит в больничный коридор, и все видят, она не умирает. И на следующий день не умирает тоже, и спустя месяц тоже не умирает. Через какое-то время начинает чувствовать себя не очень хорошо, но выпивает таблеточку, и снова все нормально.
И все такие: да какой же это рак? Был бы это рак, она бы давно и сдохла сразу. Не надо слушать этих врачей, они все дураки. Что-то происходит, то побледнеет, то закашляет, но в целом дашь таблеточку, вколешь укольчик и запляшет лучше новой. Для этого и придумали регулярную диспансеризацию, потому что организм человека штука крепкая и довольно долго может разваливаться изнутри, не подавая никаких внешних признаков. Но в какой-то момент разом станет ясно, что этот кашель – это не просто результат дождливой погоды, что головная боль не от недосыпа, что все довольно скверно, причем скверно в комплексе, и момент, когда можно было все дешево и просто поправить, он уже где-то далеко в прошлом. Сейчас поговорим о том, почему решения, которые работали раньше, перестали работать. Сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. По последней оценке The Bell, Россию за последние 3 года покинули и не вернулись почти 670 тысяч человек. Это на 150 тысяч больше, чем оценка The Bell в конце 2022 года. Люди продолжают уезжать. Кто-то сделал это резко и теперь ищет более комфортные варианты. Кто-то долго планирует отъезд, чтобы без спешки устроиться на новом месте. Но у всех есть общая проблема. Правила и требования разных стран постоянно меняются, и без юристов в таких изменениях ориентироваться очень сложно. Поэтому лучше обратиться к специалистам, например, к адвокатам компании «Мигратор» с опытом работы от 15 лет. «Мигратор» поможет вам выбрать подходящую страну, и если у вас нет шансов на получение визы, прям так вам и скажут, без ложных обещаний. Адвокаты «Мигратора» все имеют лицензию, работают легально и помогают предпринимателям, специалистам, инвесторам и талантливым людям переехать в страну мечты. В США, Канаду, Аргентину, Францию, Германию, Польшу, Болгарию, Кипр и во многие другие страны. В договоре «Мигратор» гарантирует результат. Если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. Но такой вариант маловероятен. Успешных кейсов у «Мигратора» 95%. Стоимость услуг компании от $4000. Вы можете записаться на бесплатную консультацию, чтобы оценить свои шансы на переезд в выбранную вами страну. Многие обычно недооценивают себя и свои заслуги, так что стоит попробовать. Или специалист поможет, исходя из ваших пожеланий, подобрать страну, соответствующую вашим возможностям. Оставляйте заявку на консультацию на сайте по ссылке в описании и переезжайте с комфортом. Продолжим. Некоторые решения раньше работали очень хорошо. Поехал курс доллара вверх, быстренько ставочку подняли, и он отполз назад. Возник где-то дефицит кадров, немного зарплаты подняли, премии ввели за переработки, и вроде бы нормально. Выросли цены, пальцем погрозили сетям и производителям, они что-то придумали, где-то поджались, где-то передоговорились, и все нормально. Но в какой-то момент оказывается, что абсолютно все эти решения носили ситуативный характер и успешно затыкали дыры, пока тех было не очень много. Это как ремонт дома. Пока где-то в одном месте крыша чуть просела, можно ее подпереть какой-то палкой. В одном месте труба прохудилась, можно зажать хомутом. В одном месте проводка искрит, замотать изолентой. Здесь подмазал, там подпер, и, казалось бы, можно жить. В моменте проблема решена. Но в какой-то момент количество дыр, трещин, сгоревшей изоляции, протечек достигает критической массы, и оказывается, что дом не может целиком держаться на шпатлевке, подпорках, хомутах и изоленте. Оказывается, что продали мешок валюты, а доллар вместо того, чтобы уйти стабильно ниже 100, чуть-чуть ниже 100 сходил и снова ушел в рост. То решение, которое недавно еще годилось для стабилизации рынка, теперь просто оттягивает неизбежное, потому что валютный баланс не в пользу рубля, потому что рублей просто слишком много. Оказывается, что если вся технологическая цепочка производства сливочного масла растет в цене, начиная с кормов, продолжая оборудованием и комплектующими для производства, сильно выросшими зарплатами дефицитных работников, налогами, логистикой, энергетикой, если все эти затраты растут, а цены на масло прежние, значит в какой-то момент оно подорожает резко и сразу. В какой-то момент выяснится неприятная зависимость, которая заключается в том, что инфляцию вверх тянут доходы так или иначе вовлеченных в войну граждан и обслуживание самой войны. А доходы тех, кто никак мимо не проходил, не растут или растут не так быстро. Выяснится, что цены в Иваново уже ориентируются на доходы швей, получающих за бушлаты по 100 тысяч в месяц, в то время как учитель начальных классов или водитель городского автобуса получают по-прежнему по 30 тысяч. Так, кадры из сфер, не получивших военную премию, начинают драматическим образом вымываться,
Потому что с такими разрывами по доходам и ценам жить становится не на что, и люди быстро уходят. Оказывается, что повышение ставки не имеет никакого влияния ни на курс, ни на инфляцию. Нет никакой разницы между текущими 21% и теми 23%, до которых, видимо, ставку поднимут в ближайшее время. Единственное, на что эти цифры имеют влияние, на замедление экономики. Мы явно находимся в той точке, где сиюминутные решения перестают работать, где разные накопленные проблемы начинают влиять друг на друга и друг друга усиливать. Нет простого решения острейшего дефицита кадров, каковое было все предыдущие годы – заменить грузчика, ушедшего на войну, мигрантом из Узбекистана. Во-первых, мигрант этот теперь дорого стоит, ведь его интересует зарплата в долларах, которую можно послать на родину, а не номинальный объем рублей. Во-вторых, воюющее государство слишком сильно ударилось в разжигание ксенофобии и не пропускает даже месяца, чтобы не сделать положение мигрантов еще сложнее и унизительнее. Индустрии, которые не получили военную премию, сталкиваются с тем, что раз государство готово просто так отслюнявить 3 миллиона за подписание военного контракта, то повышение зарплаты не решает проблем с кадрами. Раз вы платили водителю автобуса 30 тысяч, то, наверное, может быть, сможете потянуть 40, может быть, даже 50 поискать. Но на фронте все еще платят 200. Если этот водитель пойдет водить погрузчик на производство дронов, то ему заплатят 100. Вы с этими величинами живете в разных экономиках и разных реальностях. Вы никогда столько не найдете. Можно, наверное, было бы нанять вместо ушедшего водителя его коллегу из Кыргызстана. Но он теперь и стоить будет не сильно дешевле, и полгода не пройдет, как государство придумает новый способ сделать ваши трудовые отношения с мигрантом невозможными. Возвращаясь к нашему примеру с домом. Что такое стагфляция, которую успел помянуть уже каждый российский чиновник от экономики? Да и не только от экономики. Это состояние аварийного дома под снос, где нельзя выделить какую-то одну проблему и решать только ее. Где нельзя сказать, у нас высокая инфляция, давайте высосим из экономики деньги ставкой. Потому что, повышая ставку, вы губите весь бизнес, не связанный с войной и бюджетными расходами. Нельзя при таком состоянии экономики решить проблему рынка труда, потому что перетягивание рабочих рук из производительных отраслей на обслуживание войны – это государственная политика. Нельзя решить проблему дефицита солдат на фронте и водителей троллейбусов в Чите одновременно. Решение первой проблемы – причина второй. Рынок труда пытается адаптироваться, растут зарплаты. Рост зарплат ведет к росту конечных цен, но государство тут же приходит и платит еще сильно больше денег за участие и обслуживание своей войны, что вновь ведет к росту цен, что вынуждает повышать зарплаты, и так по кругу, который нельзя разорвать. Оказывается, что на каждый показатель в экономике давит сразу много факторов, что к концу третьего года войны, санкций, ухода с рынка западных производителей, нормально работающих Volkswagen'ов, Hyundai'ов, Mercedes'ов и Toyota в такси не осталось, что теперь нужно покупать китайские машины, которые изначально дороже из-за отсутствия конкуренции. А из-за растущего курса они еще дороже, чем могли бы быть. А еще водителям теперь нужно платить сильно больше, чтобы они не уехали от тебя в военкомат. Любая запчасть, купленная в декабре, будет дороже такой же, купленной в марте. А лизинг новых автомобилей с такой ставкой – это совсем другие деньги. И все это в сумме делает услугу такси не просто дороже, а сильно дороже. Такси не самая критичная отрасль экономики. Это просто очень удачная иллюстрация того, что воспроизводится по всей экономике сейчас. Запас прочности, заряд инерции, который был, исчерпывает себя. Какое-то время станок на заводе продолжает работать, потому что прямо сейчас ему запчасти не нужны. Какое-то время стоящий за ним токарь продолжает работать, получая свои 60 тысяч и никуда не уходит. Но приходит момент, когда оказывается, что одновременно и токарь ушел точить снаряды за 200, и станку нужны запчасти, а их теперь нужно закупать, исходя из доллара по 100, и еще и взяв кредит по 25%. Еще и дороже, потому что санкции надо обходить. Любая отрасль, которая сталкивается с дефицитом людей и денег, начинает тихо умирать. А спасти ее нельзя, потому что вброс в экономику дешевых денег не приведет к ее оживлению. В текущих экономических реалиях он приведет просто к дальнейшему росту инфляции. Проблем так много, и они так лихо влияют друг на друга, что, пытаясь решить какую-нибудь одну, ты решаешь ее, а усугубляешь другую. Так выглядит сценарий стагфляции, и судя по тому, как сейчас развивается ситуация, как действия ЦБ перестали влиять хоть на что-то, уже не стоит вопрос о том, будет она или нет.
Вопрос в том, ждет ли она нас в ближайшем будущем, или мы в ней уже находимся. До завтра.